Добрый день. Сегодня мы разберем хроническое воспаление как причину большинства заболеваний, а также я дам рекомендации по снижению или устранению хронического воспаления. Я представлюсь, я Елена Ветлужских, дипломированный интегративный и клинический нутрициолог, а также сертифицированный health-коуч и психолог. Что же такое системное хроническое воспаление? По-другому называется inflammation. Хроническое системное воспаление – длительно сохраняющая активация провоспалительных иммунных путей с продолжающей секрецией провоспалительных медиаторов, таких как С-реактивный белок, интерлейкин-1 бета, интерлейкин-6 и ТНФ-альфа. Развивается состояние хронического воспаления как неинфекционное, и характеризуется оно активацией иммунных компонентов, которые отличаются от тех, которые будут задействованы во время острого иммунного ответа. Причины хронического воспаления. Прежде всего, это неправильное питание и связанное с ним висцеральное ожирение. Когда мы питаемся быстрыми углеводами, когда у нас не хватает белка, когда мы потребляем очень много рафинированных продуктов с трансжирами, все это приводит к хроническому воспалению. Хронические инфекции, такие как вирус Эйнштейна-Барра, цитомегаловирус, хеликобактер пилори и другие, также вызывают хроническое воспаление. Отсутствие физической активности. Если мы не занимаемся хотя бы физической активностью или не ходим, допустим, там, по 5-10 шагов в день, то, к сожалению, это тоже приводит к росту хронического воспаления. Дисбактериоз кишечника. За хроническое воспаление, я чуть позже подробнее об этом расскажу, отвечает микробиота кишечника. И если у нас с вами недостаток полезной микрофлоры, лактобифидобактерий, и наоборот, достаточно большое количество патогенной микрофлоры, то, к сожалению, это тоже приводит к хроническому воспалению. Социальная изоляция, психологический стресс, особенно не тот стресс, который у нас у каждого бывает, называется эустресс, и мы быстро справляемся с ними. И таким образом этот эустресс, он еще как бы закаляет наш организм. Но именно хронический психологический стресс, который длится несколько месяцев, а может быть и годы. Нарушение сна и циркадных ритмов. Допустим, если вы ложитесь в одно и то же время, скажем, 23:00, и встаете где-нибудь в 6 часов или в 7. Если вы, допустим, в рабочие дни ложитесь поздно, в 12 часов, но вам нужно идти на работу, поэтому вы тоже встаете в 6-7 часов утра. А в воскресенье, выходные отсыпаетесь, то есть спите до 11, до 10, до 11 утра. И при этом вы сбиваете циркадные ритмы. Оказывается, тоже приводит к воспалению. И, конечно, воздействие ксенобиотиков. Загрязнители воздуха, опасные отходы, промышленные химикаты, табакокурение. Ну и у женщин это излишнее использование или частое использование косметики. Последствия хронического воспаления. Посмотрите, пожалуйста, к чему может привести хроническое воспаление. Это метаболический синдром и сахарный диабет второго типа, неалкогольная жировая болезнь печени, сердечно-сосудистые заболевания. Я чуть позже скажу, что смертность по причине хронического воспаления достаточно высокая. Именно от сердечно-сосудистых заболеваний, но причиной является хроническое воспаление. Рак, депрессия, аутоиммунные заболевания. В последнее время выросло количество аутоиммунных заболеваний в России. Нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, саркопения, проблема или снижение мышечной массы, остеопороз,
а, тоже достаточно опасное заболевание, которое приводит к перелому костей. Особенно опасно перелом шейки бедра. И достаточно большая смертность именно в первые 6 месяцев после падения или после вот такого перелома. Иногда человек бывает а, прикован к постели всю последующую жизнь, а мы на это не обращаем внимания. Причина хронического воспаления, старение иммунитета с возрастом. Также одна из причин хронического воспаления – это микробиота кишечника. Посмотрите, пожалуйста, существует несколько осей. Одна из осей – это кишечник и печень. То есть все, что происходит в кишечнике, большое количество патогенной флоры, дисбиоз, СИБОР, синдром избыточного бактериального роста, или СИГР, то есть синдром избыточного грибкового роста, все это влияет, соответственно, на работу печени. Следующая ось – это кишечник и мозг. Получается, что, опять же, проблемы с кишечником приводят нас к проблемам в мозге. То есть вот и получаем болезнь Альцгеймера, снижение когнитивных функций. И последняя ось, которая здесь представлена, это кишечник и висцеральный жир. То есть чем больше висцерального жира, тем, видите, здесь везде как бы замкнутый круг. Поскольку висцеральный жир нам дает повышенное воспаление, а повышенное воспаление еще больше дает проблем в кишечнике. То есть и получается, что уже в кишечнике возникают какие-то заболевания, могут быть и аутоиммунные заболевания, или разные, допустим, колиты, ну и так далее. Соответственно, все это между собой взаимосвязано. Поэтому очень важно в том числе отслеживать состояние кишечника, следить за нашим питанием и за нашей микробиотой. И на рисунке справа, это тут под номером B, кстати, это исследование достаточно известного ученого Клаудио Франчески, который в данном случае у него есть очень много статей, можно посмотреть в PubMed, связанные с вот с этим низкоуровневым воспалением, его влиянием на организм человека. Посмотрите, пожалуйста, все зависит от нашего питания. Если мы недостаточно потребляем, то есть у нас неправильное питание, мы недостаточно потребляем важных нутриентов, то есть это белков, жиров или, допустим, витаминов и минералов, то у нас повышается хроническое воспаление, красная линия. Если же у нас правильное питание, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам, мы не едим фастфуд, много быстрых углеводов, там, много сладкого, то мы видим, да, что у нас с вами и воспаление практически ближе к нулю. И опять же, если мы переедаем, то наступает ожирение, в том числе висцеральное ожирение, и у нас воспаление опять увеличивается. То есть вот на этом примере я хочу показать, как много зависит от нашего питания и от нашей микробиоты. Диагностика хронического воспаления. Один из самых тестов, по которым мы можем определить изменения уже в наших органах, как бы такой предиктивный тест. Симптомов еще нет, а изменения тест уже покажет. Это Эли Висцера тест 24. То есть этот тест определяет 24 антитела к аутогенам отдельных органов и систем человека. Вы получите индивидуальный профиль содержания аутоантител класса G к различным компонентам клеток органа. И метод позволяет выявить в клетках тканей определенной локализации. То есть, если вы не можете если у вас хроническое воспаление, и вы не можете определить
где проблема? В кишечнике, в желудке, допустим. А может быть, это проблема там, во рту, да, связанная, может быть, с разными заболеваниями, может быть, десен, или стоматологическими какими-то заболеваниями. А может быть, это какие-то, допустим, проблемы воспаления в яичниках или почки. То вы можете сдать этот тест, и вам покажет, да, вот повышенное содержание этой аутотел класса G именно в том органе, где у вас идет воспаление. Дальше можно сдать провоспалительные цитокины, такие как интерлейкин 1b, НФН-альфа, интерлейкин 6, интерлейкин 8. И вам лаборатория даст, соответственно, референс, и вы увидите, да, у вас в референсе или выше референса, то есть какой у вас уровень воспаления. Очень чувствительный это S-реактивный белок. И вот здесь даны данные, хотя я рекомендую смотреть все-таки на референс, который дает лаборатория, потому что в разных лабораториях референсы разные. Ферритин. Вот некоторые сдают анализ, допустим, на железо, на ферритин, и говорят, о, как у меня как все хорошо, а на самом деле ферритин больше 150, значит, железа достаточно в организме. Но на самом деле не факт, потому что ферритин реагирует на воспаление. То есть, если высокий ферритин, то в организме повышенное воспаление. Гомоцистеин, индекс инсулинорезистентности, также лептин можно сдать. И есть даже лептинорезистентность, так же, как и инсулинорезистентность. Гликированный гемоглобин. То есть, если он выше 5,5, то это такой предиабет. Поэтому нужно, конечно, пока он находится, допустим, на границе, если у вас около 5,5, то можно предотвратить развитие сахарного диабета, просто изменив свое питание. Ну и гликемия натощак, то есть уровень глюкозы тоже оптимально до 5,5, хотя как бы норм это или оптимум до 5. Ну и если мы выявили, соответственно, признаки 2, допустим, 2, 3 или более, то это говорит о том, что у вас точно есть хроническое воспаление. Экспериментальные данные, в том числе данные исследований, говорят, что системное хроническое воспаление, повышенный риск сахарного диабета, метаболического синдрома и смертности сердечно-сосудистых заболеваний. Вот посмотрите, данные исследований, 160 тысяч человек, собрано в ходе 54 долгосрочных перспективных исследований, оказалось, что более высокие уровни циркулирующего S-реактивного белка были связаны с относительным повышением риска как ишемической болезни сердца, так и смертности сердечно-сосудистых заболеваний. А как вы понимаете, когда мы только что разобрали, что повышенный S-реактивный белок – это признак хронического воспаления. Как снизить уровень хронического воспаления? Первое, что нужно изменить – питание. То есть питание должно быть сбалансированным. Мы отказываемся от сладкого, ультраотработанной еды, отказываемся от глютена, в некоторых случаях от молочной продукции. И можем использовать диеты. Но самая простая диета, которая больше подходит для здоровых людей, это средиземноморская диета или низкоуглеводная диета. Смотрите, средиземноморская диета, я вам здесь показала слайд, вот. Продукты, которые включены в эту диету, способствуют здоровому старению, как раз модулируют оптимальную микробиоту кишечника. И 30% здесь все-таки связано с зеленью, с овощами. Далее 35% это злаки и бобовые. Но опять же нужно очень четко понимать, кому можно, допустим, 30%. То есть если у вас организм здоровый, то окей. А если есть проблемы такие, допустим, вздутие, вот я говорила о СИБРе, синдром избыточного бактериального роста, то надо сначала залечить проблемы, устранить проблемы ЖКТ, залечить кишечник, а потом уже переходить на такое соотношение. Точно так же злаки, допустим. Злаки содержат очень много фитатов, которые препятствуют усвоению, извините, минералов и витаминов.
из, из нашей пищи, то есть из злаков. И поэтому как злаки, так и бобовые нужно замачивать, чтобы устранить эти фитаты. Ну, а, соответственно, разные масла, рыба, сыры, мясо. Но, опять же, некоторых есть лактазная недостаточность, и, соответственно, вот эта лактоза и казеин, который содержится в сырах, молочных и молочных продуктов, они тоже могут поддерживать воспаление. Поэтому есть еще и элиминационная диета. Допустим, когда мы целый месяц, а лучше два, исключаем самые провоспалительные продукты, такие как молочку, глютен, соответственно, продукты все с глютеном, и смотрим, что у нас с состоянием желудка, допустим, с нашим состоянием, с энергичностью, и есть улучшение или нет. А потом потихонечку вводим по одному продукту и уже реагируем. Смотрим, опять же, лучше вести при этом дневник. Если есть ухудшение на фоне ввода какого-то продукта, ну, допустим, молока, да, или там йогурта, то тогда все-таки это не ваш вариант. И нужно избегать молочных продуктов или все-таки сводите к минимуму. Далее, есть кето-диета. Ну, опять же, некоторые злоупотребляют кето-диетой. Действительно, в ней достаточно много плюсов. Но в то же время, в то же время поскольку мы не доедаем углеводов при кетодиете, у нас основное это белок, то мышцы не получают, как бы не получая вот этих, соответственно, достаточное количество углеводов, они начинают а, исп- организм начинает использовать белки, в том числе те, которые находятся в мышцах, для производства энергии. И может наступить ранняя саркопения. Аутоиммунный протокол при аутоиммунных заболеваниях. Очень полезно также интервальное голодание. То есть разное интервальное голодание. То есть это может быть и 12 часов. То есть когда вы едите, допустим, в 6 утра, можно начинать с 12-часового, заканчиваете питание в 6 вечера, и потом уже едите, допустим, в 6 утра. Или это может быть 14-16-часовое такое как бы голодание. В данном случае вы заканчиваете есть, допустим, ужин в 6 часов вечера и можете уже завтракать в 10 часов. Нормализация сна, мы об этом сейчас поговорим. Физическая активность и снижение стресса. Несколько рекомендаций дам. Итак, рекомендации для снижения воспаления. Посмотрите еще в данном случае по питанию. Очень хорошие на самом деле картинки. То есть можно есть больше фруктов, овощей, в том числе зеленых. Вот если брать а, зерновые, то они должны быть цельнозерновые. Они, допустим, не идет овес в виде геркулеса, который варится в течение 5 минут. От него никакой пользы нет. Только осуществляется быстрый подъем глюкозы, поскольку такая пища быстро перерабатывается, и потом резкий ее спад, то есть такие качели в результате. Все это способствует инсулинорезистентности. Далее, допустим, орехи, я говорила, масло и так далее, чай лучше зеленый, куркумин, имбирь и так далее. А вот ограничивать, соответственно, сыр, молочные продукты, красное мясо достаточно 2 раза в неделю. То есть можно чередовать один день мясо, второй день рыбу, третий день, допустим, курицу или индейку. Сахар лучше вообще убрать, алкогольные напитки, мясо, которое жарится во фритюре, вот, или, соответственно, на гриле, ну и так далее. Что еще? Нормализовать сон.
За час до сна необходимо убрать гаджеты, выключить телевизор, можно включить спокойную музыку, не читать, не смотреть, не обсуждать ничего эмоционального, вовлекающего. Проветрить помещение. Хорошо бы, если бы температура в помещении была бы где-нибудь 18-20 градусов. И хорошо спать при открытой форточке. Физическая активность должна быть регулярная, легкой, средней тяжести, ежедневно 30-40 минут. Хорошо бы на свежем воздухе. Допустим, какие-то прогулки, все знают, да, 5-10 тысяч шагов, велосипед, зимой это лыжи. В зале можно заниматься, да и на улице можно йогой заниматься, в зале пилатесом, танцы и так далее. И нежелательно кроссфит, тяжелая атлетика, особенно, ну вот некоторые приходят после работы, допустим, в 21:00 и начинают заниматься силовыми упражнениями. Кортизол при этом взлетает, и потом вы не можете уснуть или получается такой прерывистый сон. Противопоказано участие в марафонах, триатлонах, каких-то сложных соревнованиях, при наличии хронического воспаления, опять же. Снижение стресса, дыхательные практики, медитация. Только, пожалуйста, если вы начинаете практиковать, и у вас, возможно, сразу ничего не получится. Также вы можете раздражаться, если у вас ничего не получается, или то есть нет никакого эффекта. Поэтому очень важно, когда вы начинаете дыхательные практики или медитацию, не нужно начинать учиться медитации или делать ее перед сном. То есть в данном случае может возникнуть раздражение, которое негативно скажется на вашей нервной системе. Стресс в данном случае не снизится, а повысится, и вы не сможете уснуть. Какие рекомендации еще могу дать по снижению хронического воспаления? Конечно, важно устранить очаги хронической инфекции. Может быть, есть танзелит, то есть если часто болит горло, фарингит, кариес в зубах и другие инфекции. Пройти курс лечения при наличии вируса Штейна-Барра, герпеса, цитомегаловируса. То есть можно сдать анализы, ДНК, допустим, по крови или по слюне и посмотреть, есть ли у вас в каком состоянии. Устранить дисбиоз кишечника, если есть СИБР, синдром избыточного бактериального роста, или СИГР, синдром избыточного грибкового роста. Есть замечательная программа 5R, которую я даю своим клиентам. Поэтому, если есть у вас такие проблемы, приходите на консультации, все контакты оставлю, и мы с вами, я вам расскажу, как программа, и прямо последовательно распишу весь алгоритм. Провести детоксикацию токсинов, ксенобиотиков. Ну и важна, конечно, детоксикация при СИГРе, то есть синдром избыточного грибкового роста, должно быть правильное питание, антигрибковое питание. Это тоже мы все рассматриваем на семинарах или на консультации. Поддерживать лимфоотток. Есть разные упражнения для лимфооттока, такие, как всем известный тараканчик. Или, допустим, можно использовать такие препараты, как лимфозиод. Осуществлять контроль за системным воспалением, особенно если есть какие-то симптомы, вы чувствуете себя не очень хорошо, то, соответственно, вы сдаете перечисленные анализы. S-реактивный белок, ферритин и гомоцистеин. Ну и если вы устраните перечисленные мною очаги хронических инфекций и причины заболеваний, вы наладите, допустим, желчеотток, уберете дисбиоз в кишечнике, наладите лимфатический отток, проведете детоксикацию, то, конечно, очень важно еще помочь организму с помощью нутрицептиков. И вот здесь один из безопасных нутрицептиков – это куркумин. Куркумин оказывает противовоспалительное действие, приводит в порядок иммунную систему, подавляет бактериальную, вирусную, опухолевую активность, при этом является антиоксидантом, разрушает бета-амилоиды, провоцирующие болезнь Альцгеймера, нарушение мозговой деятельности, то есть является профилактическим средством против разных видов
старческого слабоумия. Но на самом деле, как мне говорят врачи, что проблемы, связанные с нарушением мозговой деятельности или со снижением когнитивных функций или способностей, допустим, снижение памяти, уже наблюдаются у молодых людей в возрасте 30 и старше лет. Еще один нутрицептик омега-3 относится к классу полиненасыщенных жирных кислот. И, конечно, если есть проблема и есть хроническое воспаление, то лучше использовать тройную омегу 950 миллиграмм, вот, где содержится как эпика, так и ДГК кислоты. Пример, допустим, здесь я вам даю пример Солгара. Что делает омега-3? Улучшает работу сердечно-сосудистой системы, поддерживает работу нервной системы, улучшает функцию головного мозга, положительно влияет на когнитивные функции, ну и, конечно, снижает воспалительные процессы, даже улучшает настроение. Но опять же не нужно экономить на хороших нутрицептиков, потому что нужно понимать, какой нутрицептик, какая доза. Вот видите, Солгар, он продается в аптеках, и все-таки есть какие-то гарантии за счет того, что достаточно известной брендовой компании, да, немного подороже. Посмотрите, у нас омега-3 в капсулах, и она в стекле, и причем защищенным как бы от солнца, в темном стекле. То есть это все важно. И вы видите, что более дешевые, допустим, омеги, они находятся в какой-нибудь в пластмассе. Если вы не знаете, как это все доставляется, да, допустим, в Россию, если это не российские продукты, да, и если в России, то как это все транспортируется до, допустим, аптеки, или если вы покупаете где-то на Озоне или Вайлдберрис, хотя лучше там не покупать, поскольку говорят, что там много подделок. То есть как это хранится, как транспортируется. Поэтому, конечно, лучше доверять известному производителю. И не покупать омегу летом. То есть все-таки лучше как бы не в то время, когда достаточно жарко, потому что ну, в аптеке тоже не во всех аптеках есть, допустим, кондиционеры. Берберин улучшает липидный профиль, ингибирует ферменты, участвующие в метаболизме липидов, что способствует снижению уровня триглицеридов и плохого холестерина. Что значит плохой холестерин? Это ЛПНП, то есть липопротеиды, извините, низкой плотности. Также берберин уменьшает воспаление и оксидативный стресс, что способствует защите клеток от повреждений и снижению риска развития хронических заболеваний. Есть такие комплексные нутрицептики, как, допустим, Флорест Ойл, мультитаргетный контроль системного воспаления. Производит их наша компания Preventera. Я здесь вам даю промокод. То есть это капсулы для борьбы с воспалением, поддержания иммунитета, содержит натуральные экстракты, эфирные масла для здоровья суставов, общее восстановление организма. Я на самом деле сама его принимала в течение 2 месяцев, и у меня показатели S-реактивного белка улучшились, то есть такие показатели снизились. То есть получается, что после применения этого нутрицептика, соответственно, хроническое воспаление, уровень его снижается. Тоже наш производитель Микс-93 Тайгер. Замечательный эффект. Кроме этого, кроме снижения противовоспалительного эффекта, имеет еще обладает противовирусной активностью, ускоряет заживление тканей при травмах, ожогах, порезах. Ну и витамин D3, конечно, важным звеном гомеостаза иммунной системы, предотвращает аутоиммунные заболевания, такие как рассеянный склероз, ревматоидный артрит, воспалительные болезни кишечника, способствуют снижению воспаления.
На сегодняшний день все, что я хотела рассказать. Есть у меня сайт, достаточно много полезных статей можно прочитать на сайте. Но актуальную информацию можно найти в телеграм-канале, поскольку я там публикую пару раз в неделю какие-то результаты исследований, достаточно современные, последние, которые были сделаны в последние годы, то есть вот 24-й, 25-й год, допустим. Если есть вопросы, можно задать по e-mail и также заказать консультацию по восстановлению, по улучшению здоровья. Можно тоже, соответственно, по этому же e-mail.